Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую случайных зрителей, подписчиков же. Приветствую особо. А в этом видео давайте с вами поговорим на тему 10 худших президентов США. Погнали! А 10-е место у нас разделили сразу два неординарных президента. Это Джордж Буш младший, рожденный 6 июля 1946 года, который был на посту президента с 20 января 2001 года по 20 января 2009. Вице-президентом при нем был Дик Чейни. Джордж Буш младший, естественно, является сыном также бывшего президента Джорджа Буша старшего. Он всем запомнился целой плеядой всевозможных ляпов и нелепостей. По мнению многих критиков, очень недалекий человек, который наверняка запомнится только рядом своих публичных выступлений и дорогостоящих войн в Ираке и в Афганистане. Также на 10-м месте у нас расположился Ричард Никсон, рожденный 9 января 1913 года, умерший 22 апреля 1994 года, находящийся на президентском посту с 20 января 1969 года по 9 августа 1974 года. Вице-президентами при нем были Спиро Агнью и Джеральд Форд. В целом, достаточно политически одаренный человек, тем не менее, имя которого будет навсегда в истории связываться с знаменитым ватергейским скандалом и последующей отставкой. А мы не будем медлить и переходим к 9-му месту, на котором у нас расположился Герберт Гувер, рожденный 10 августа 1874 года и умерший 20 октября 1964 года, находящийся на президентском посту с 4 марта 1929 года по 4 марта 1933 года. При нем вице-президентом был Чарльз Кертис. Многие критики Гувера отвечают, что он был плохим коммуникатором, и в том числе поэтому он разжигал множество всевозможных торговых войн и всячески усугублял депрессию. А мы с вами движемся дальше, и на 8-м месте нашего топа расположился Уильям Генри Харрисон, рожденный 9 февраля 1773 года и умерший 4 апреля 1841 года, находящийся на президентском посту с 4 марта 1841 года по 4 апреля 1841 года. Вице-президентом при нем был Джон Тайлер. В день его присяги 4 марта погода была очень холодная и ветреная. Он произнес, стоя на ветру без шляпы и пальто, самую длинную в американской истории двухчасовую речь. И, видимо, это добавило еще больше к его уже имеющейся болезни. В результате Гаррисон совсем слег, и банальная простуда перешла в воспаление легких и плеврит. Но лечение лишь ухудшило здоровье президента, который впал в бредовое состояние и кончался 4 апреля 1841 года. Гаррисон пробыл главой американского государства меньше всех прочих президентов, всего 30 дней, 12 часов и 30 минут. Он стал первым президентом, умершим в должности. А мы движемся дальше, и на 7-м месте у нас расположился Улисс С. Грант, рожденный 27 апреля 1822 года, умерший 23 июля 1885 года, находившийся на президентском посту с 4 марта 1869 года по 4 марта 1877 года. Вице-президентами при нем были Шайлер Колфакс и Генри Уилсон. Его критики отмечают, что несмотря на свои добрые намерения на президентском посту, уж так получилось, что он руководил крупной вспышкой взятничества и коррупции, бушующими в то время. На 6-е место у нас взобрался Джон Тайлер, рожденный 29 марта 1790 года, умерший 18 января 1862 года, находящийся на президентском посту с 4 апреля 1841 года по 4 марта 1845 года. Его критики отмечают, что он был стойким защитником рабства, который, между прочим, покинул свою партию, когда он был президентом. А пятерку самых худших президентов США открывает Миллард Филлмор,
рожденный 7 января 1800 года, умерший 8 марта 1874 года, находящийся на президентском посту с 9 июля 1850 года по 4 марта 1853 года. На выборах 1848 года он был выставлен кандидатом на пост вице-президента США и впоследствии занял его. 9 июля 1850 года смерть президента Закари Тейлора сделала Милларда Филлмора 13-м президентом Соединенных Штатов. Его критики отмечают, что своей деятельностью Филлмор способствовал сохранению рабства, так как он содействовал проведению компромисса Клея, вознаграждавшего рабовладельцев за принятие Калифорнии в состав Союза на правах свободного штата, законом о преследовании беглых рабов в пределах свободных штатов. Тем самым он способствовал сохранению рабства. Принятый закон сыграл с президентом злую шутку, и в результате от него отвернулись все ранее поддерживающие его стороны. На 4-м месте нашего топа расположился Франклин Пирс, рожденный 23 ноября 1804 года, умерший 8 октября 1869 года, занимавший пост президента с 4 марта 1853 года по 4 марта 1857 года. Вице-президентом при нем был Уильям Кинг. Пирс отметился большим старанием и пылом по расширению границ, добавив тем самым несколько рабовладельческих штатов, тем самым создав благодатную почву для последующей гражданской войны. Что любопытно, большинство лиц, назначенных Пирсом в 1853 году в свой кабинет, почти не имели политического опыта. Во всех политических маневрах президент вставал на сторону фракции рабовладельцев. А 3-е место нашего топа занял Эндрю Джонсон, рожденный 29 декабря 1808 года и умерший 31 июля 1875 года, занимавший президентский пост с 15 апреля 1865 года по 4 марта 1869 года. Будучи президентом, Джонсон порвал связь с избравшей его партией и проявлял вполне определенную мягкостелость, что впору было опасаться за приобретенные за войну результаты. Он умудрился наложить вето на принятый почти единогласно Конгрессом биль об условиях обратного допущения Южных Штатов в Союз, а также на гражданское равноправие негров. Им был уволен военный министр, но Сенат признал причины его увольнения не заслуживающими уважения. После этого пережил процедуру импичмента, которую инициировали уже против него самого. Еще интересным фактом, что во время президентства именно Джонсона США как раз и купили у Российской империи Аляску в 1867 году, и значимость этого приобретения сильно недооценивалась современниками. А на 2-м месте у нас Уоррен Хардинг, рожденный 2 ноября 1865 года, умерший 2 августа 1923 года, находящийся на президентском посту с 4 марта 1921 года по 2 августа 1923 года. Вице-президентом при нем был Келвин Кулидж. Он был очень неэффективным и нерешительным лидером, который при всем прочем еще и играл в покер, в то время, когда его друзья грабили казну США. А на 1-м месте в нашем топе самым плохим президентом США за всю его историю можно отметить Джеймса Бьюкена, рожденного 23 апреля 1791 года и умершего 1 июня 1868 года, находящийся на президентском посту с 4 марта 1857 года по 4 марта 1861 года. Вице-президентом при нем был Джон Брекеридж. Он долго придерживался нейтралитета в ситуации разрыва юга и севера, но впоследствии, все-таки встав на сторону юга, стремился прекратить агитацию против рабства, утверждая, что он не видит никакой правовой возможности насильно удерживать штаты в Союзе. Он просто пассивно наблюдал, как из Союза вышла Южная Каролина, которая впоследствии вместе с 6 другими штатами образовала конфедеративные штаты Америки. Ну что ж, а на этом наш топ-10 худших президентов США за всю историю заканчивается. Если у вас есть какая-то расширенная информация
информация по топу или какие-то дополнительные претенденты, обязательно пишите в комментарии. Я вас, конечно же, хочу поблагодарить за просмотр моего видео до конца. Те, кто еще не подписан на канал, конечно же, подписываемся. Кому понравился, ставим лайки, кому не понравилось, ставим дизлайки. Я же вас призываю всегда оставаться на своем месте, не бездельничать, а заниматься нужным, полезным делом. В самом конце хочу сказать о своих спонсорах. Спонсорами этого видео являются международные площадки AliExpress, Temu и Gearbest. Список лучших товаров по моей версии, как всегда, ищите в описании к видео. Все, друзья, всем удачи, пока! Loves you.